Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Расклад у нас будет небольшим. Сегодня мы с вами расследуем дело об Анне Цамартовой, поэтому у нас сегодня такая необычная обстановка. Мне в комментариях говорили о том, что нужно на карте посмотреть, где она находится, и мы решили это сделать, чтобы более детально увидеть, где находится спортсменка. Напоминаю, что 10 февраля пропала 22-летняя девушка, спортсменка Анна Цамартова. Пропала она в Каспийске. У меня на канале уже выходило полное видео об обстоятельствах данного дела. Сегодня на карте мира мы рассмотрим, постараемся, по крайней мере, более детально рассмотреть, куда увезли Аню. Но для начала, так как с момента моего видео на YouTube прошло уже определенное количество дней, мы посмотрим, жива ли Аня на сегодняшний день. На тот момент в своем видео я говорила о том, что девушка жива и находится в заточении в невменяемом состоянии под действием определенных веществ. Я специально взяла сегодня только старшие арканы. Старшие арканы именно на вопрос, жива ли, для того, чтобы определить действительно точно, в каком состоянии находится Аня. Итак, давайте посмотрим, жива ли Анна Цамартова. Что нам скажет карта Райдера Уэйта. Жива ли Анна Цамартова, девушка, которая пропала в районе Каспийска 10 февраля 2024 года. Туз Пентаклей. Ей дали шанс. Ей дали шанс на то, чтобы выжить. Давайте еще одну карту вытянем. У нее определенный шанс, но она для чего-то им нужна. Для тех похитителей, которые ее забрали, им невыгодно ее умерщвлять, скажем так. Это не было их целью. Карта отшельника. Отшельник – это человек, находится в статичном состоянии, то есть он постоянно лежит, не двигается, или он под действием каких-то веществ, но жива она в любом случае, друзья. Девятка – это стагнация или деградация, то есть она не помнит ничего и не понимает, где она находится. Карта отшельника – это заточение. Человека держит в заточении где-то, далеко достаточно, но мы посмотрим сегодня где. Следующая информация уже на всей колоде карт. Давайте возьмем полную колоду и посмотрим ее сигнификатор. Как она себя ощущает, что она чувствует. И посмотрим, что с ней делают конкретно. А потом уже посмотрим на карте, где она находится. Как себя сейчас ощущает, что чувствует Анна Цамартова. Как себя сейчас ощущает, что чувствует Анна Цамартова. Борется за свою жизнь, чудом избежала смерти. Карта колесница, чудом избежать смерти, бороться за свою жизнь. Что-то принимает, ей что-то дают. Она не хочет, но ей что-то дают, что вызывает у нее головные боли, головокружение, невменяемое состояние как раз-таки, друзья. Здесь не совсем удобно брать карты, поэтому вот так вот буду, чтобы вам видно было. Не совсем вменяемое состояние, что-то с головой. Карта башни говорит о головокружениях, каких-то последствиях после принятия определенных веществ, которые она не хочет принимать, но ей дают. Дает мужчина определенный. Паш мечей, какие-то холодные разговоры. Возможно, она как-то ругалась или пыталась предотвратить воздействие на нее. Вот в таком состоянии она сейчас находится, в полувменяемом, полуневменяемом, на границе черного и белого, друзья. Хорошо, сейчас посмотрим, что с ней делают конкретно. Понятно, что дают ей какие-то определенные вещества. Что еще с ней делают? В конце посмотрим, для чего она им нужна, для каких ресурсов. Что сейчас делают похитители с Анной Цамартовой? Что сейчас происходит с Анной Цамартовой? Что делают похитители с Анной Цамартовой? Что делают похитители с Анной Цамартовой? Что-то дают, да? Какие-то вещества, опять эти же карты выходят, какие-то холодные неприятные разговоры. Но паш мечей – это не король мечей. Здесь, знаете, такие на выпей, если не будешь, я там тебя ударю или еще что-нибудь. Ну, такое. Не могу сказать, что запугивание. Здесь она пьет, потому что она в таком состоянии находится. Ее не приходится сильно запугивать, скажем так. Какие-то неприятные разговоры есть, но все заканчивается успехом у тех лиц, которые ее похитили. Она что-то принимает. И по десятке кубков уходит в другой мир, уходит в астрал. То есть ей что-то видится, как какие-то галлюцинации, может быть. Или что-то меняется в ее подсознании. Десятка кубков. Да, подсознание борется, как друг с другом что-то борется, в ней что-то борется. Подселение, какие-то сущности, или в ней что-то борется, как раздвоение личности. Она одна была, но уже сейчас другая.
Для чего-то она им нужна, какие-то ресурсы, говорю же, да, она нужна для каких-то ресурсов, для выполнения каких-то определенных задач. Поэтому она должна для них остаться живой. Рыцарь жезлов, простите, выполняет какие-то определенные задачи. Нужны какие-то ресурсы от нее для того, чтобы у нее поменялось мировоззрение, подсознание, чтобы у нее помутилось, поменялось, и чтобы она стала совершенно другим человеком, как программирование на что-то или вербовка. А теперь посмотрим, где находится Анна Самартова. Давайте сначала мы посмотрим территорию Каспийска, там, где пропала, у меня здесь отмечен Каспийск, там, где пропала Аня. Находится ли Анна Самартова сейчас на территории Каспийска? Карты, скажите нам, пожалуйста, находится ли Анна Самартова, пропавшая 10 февраля 2024 года, на территории Каспийска? Находится ли она в Каспийске сейчас непосредственно? Находится ли Анна Самартова в Каспийске? Она находилась какое-то определенное время, друзья. У них был выбор, увозить или не увозить. Они долго думали. Какое-то определенное время выжидали. Вот здесь карта умеренность говорит о том, что выжидать какое-то определенное время. Но для того, чтобы не рисковать, для того, чтобы все было тихо и чтобы все прошло спокойно, королеву жезлов переместили. Королеву жезлов переместили по выбору. Какой-то выбор сделали и уехали, соответственно, с того места, где ее похитили. То есть она сейчас не находится в Каспийске. Хорошо, если она не находится в самом Каспийске, мы уже выяснили, да, находится ли она на территории Дагестана. Вот у меня здесь отмечена граница Дагестана, и посмотрим сейчас, находится ли она в самом Дагестане. Находится ли Анна Самартова, пропавшая 10 февраля 2024 года, на территории Дагестана? Находится ли сейчас Анна Самартова, пропавшая 10 февраля 2024 года, на территории Дагестана? Находится ли она в Дагестане? Карта справедливости, каких-то документов, жертвы как связанная, перевозка куда-то. Спрятали для того, чтобы никто не видел. Как перевозят где-то, может быть, в багажнике, какие-то документы подписывают, или по справедливости, возможно, коррупция, какие-то деньги отдают для того, чтобы ее куда-то перевести. Нет, я не вижу, что она на территории Дагестана находится, друзья. Ее перевезли куда-то дальше. Это карты отрицательные, которые показывают нам историю того, что ее куда-то перевозили. Здесь вот о чем речь. Хорошо, теперь посмотрим, находится ли Анна Самартова на территории Российской Федерации. Вот у нас Россия, на территории Российской Федерации. Если да, спросим, то в какой ее части. Находится ли Анна Самартова, пропавшая 10 февраля 2024 года, на территории Каспийска? Находится ли она в Российской Федерации сейчас, дома? Как дома, ближе к дому. То, что ближе, то, что подстраивается, то, что ближе к телу. Своя рубашка ближе к телу, как ближе к дому, друзья, такое ощущение. Ближе к дому. Но у меня здесь выходит положительная карта, друзья, на Российскую Федерацию. Там, где был мой дом, там, где я чувствовала место своей силы. Мимикрия, как специально увезли, как, знаете, как издеваются, подстраиваются. Так, хорошо, на Россию у меня вышли положительные карты. Давайте теперь посмотрим. Север, юг, запад или восток? Российская Федерация. Север, юг, запад или восток? Где находится Анна Самартова? В Российской Федерации. Север, юг, запад или восток? Известия какие-то. Юг, королева мечей. Запад, восток. Так, восток, друзья. Вот на востоке она была. С востока ее увезли. Видите, две королевы. Девочка выходит. Королева жезлов, яркая, темпераментная, необузданная, была в восточной части. Восточная часть — это у нас Каспийск, где ее украли, где ее выкрали. И перевезли девочку. Вот она, девочка, переходит, только уже королева мечей озлобленная. Физически, возможно, как-то что-то повредили ей. Здесь королева мечей озлобленная, обиженная. Положительная карта именно выходит, потому что здесь девочка, вышла у нас женщина, и ее перевезли юг ближе к дому. Российская Федерация. Южная часть, друзья. И здесь какие-то известия с северной части почему-то мне показывают. Она находится в Российской Федерации. Юг ближе к дому. Там, где семья была когда-то или есть сейчас.
сожалению, не помню, откуда она, друзья. Напомните мне, пожалуйста, в комментариях, я сама тоже посмотрю после этого видео. Напомните мне, где жила Аница Мартова сама, потому что я знаю, что только что она пропала в Каспийске. Хорошо, она находится с теми людьми, кто ее похитил. Анна Самартова находится с теми людьми, кто ее похитил, или ее передали в третьи руки. Анна Самартова находится с теми людьми, кто ее похитил, или ее передали каким-то людям другим в третьи руки. Анна Самартова находится с теми людьми, кто ее похитил? Нет. Передали в чьи-то руки. Сама Аня выходит, королева жезлов. Темпераментная, яркая, необузданная девочка. Интересная. С каким-то королем мечей. Жестокий, холодный, своенравный. Те люди, которые похитили, передали королю мечей. Взрослый мужчина. Те люди, которые похитили, те люди, которые забрали, передали королю мечей в третьи руки. Тот король мечей, который сейчас ее отпаивает, что-то с ней делает. Мужчина. Можно ли спасти Анну Самартову своими силами? С помощью органов правопорядка или просто своими силами? Можно ли спасти Анну Самартову? Можно ли спасти Анну Самартову своими силами? Десятка пентаклей. Сейчас раскроем эту карту, друзья. Можно ли спасти Анну Самартову своими силами? Какой-то выбор по поводу денег. Выбор по поводу денег или по поводу перехода куда-то. У нее есть выбор. Жить или не жить, перейти куда-то в новую жизнь, десятка пентаклей. А есть ли возможность ей помочь, есть ли возможность ее спасти? Высокопоставленные люди. Высокопоставленные люди смогут помочь. Как высокопоставленные люди за большие деньги, знаете. Или что-то связанное с большими деньгами, с выбором и с переходом в какую-то другую жизнь. Ее как вербуют куда-то. Причем вербовать могут те же самые большие люди, да, сверху. Тяжело будет ее спасти своими силами, самостоятельно, если только с помощью органов правопорядка. Но и те вполне возможно, то, что работают на систему, на кого-то. Да, здесь какая-то тайна. Органы правопорядка хранят какую-то тайну. Здесь очень тяжело будет вытащить самостоятельно девочку. Где держит Анну Самартову? Карты, опишите мне место, где ее держит. Где держит Анну Самартову? Опишите мне место. По поводу городов, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, где она жила раньше, потому что я, к сожалению, не знаю. Мы посмотрим в коротком шот-видео именно по городам, да, потому что сейчас мы будем долго разбираться. Городов на юге России достаточно много. Где держит Анну Самартову? Опишите мне место, как оно выглядит. Карта, покажите нам, пожалуйста. Пишите нам, пожалуйста, место, где держит Анну Самартову. Где ее держат, где ее удерживают. Природа рядом. Лес, природа, возможно. Лес, природа, речка. Карта страшного суда, есть карта удерживания. Держать в ежовых рукавицах, удерживать. Природа, речка. Может быть, горы, озера. Ну, как будто раньше видела уже это место. Я смотрю на это, как вот, знаете, как на плоды своего труда. Я смотрю на то, что я когда-то это видела. Она, правда, этого не видит сейчас, она в заточении. Но она когда-то это видела. Природа, лес, речка, горы. Трансформация. Здесь произошла моя трансформация. Как, знаете, как рядом с домом. Вот у меня идет рядом с домом. Трансформация произошла рядом с императрицей. Императрица – это как мама, дом родной. Горы рядом, лес, речка. Смерть, карта смерти еще указывает на то, что рядом либо происходят смерти какие-то, кладбища. Я говорила об этом в своем прошлом видео. Либо это храм, церковь, где молятся, где замаливают усопших, замаливают свои грехи. А рядом может быть много животных. Вы знаете, может, как приют, может быть, какой, или лошади где-то есть рядом. То есть там природа. Природа и место, где либо умирают люди, отпевают людей. Это кладбище, церкви. Место скорби. Место скорби, место, где держат людей, может быть,
психиатрическая лечебница какая-то там недалеко. Но там рядом природа, красиво. Как какое-то государственное учреждение, понимаете, под государством. Карта страшного суда еще показывает, да, то, что как государственное учреждение, вокруг рядом природа. Чтобы описать полную картину, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы с вами поработаем над вопросами. Вопросы ваши будут в шот-видео. Для чего забрали Анну Самартову? Главный мотив, цель, наверное, да? Цель. Для чего забрали Анну Самартову? Для чего ее выкрали? Для чего выкрали Анну Самартову? Для чего похитили Анну Самартову? Это какое-то секс-рабство. Это гарем. То, что приходит в голову, да, в качестве чего используют молодых девушек. Это органы вряд ли, потому что она жива сейчас, и иначе все давно случилось бы. Слава богу, это не органы. Вербовка или что-то другое. Это секс-рабство. Нет. Это гарем. Понравилось кому-то она. Здесь не про гарем, здесь кому-то понравилась карта 20-го старшего аркана Страшный суд какому-то мужчине, который вот сейчас как раз над ней, да, шефствует, ее держит. Она ему понравилась, нравится ему. Красивая, говорит. Органы, но здесь не про гарем, не совсем про гарем. Здесь мне понравилась девочка. На органы, тайна. Нет. Здесь какая-то тайна другая. Здесь что-то другое. Вербовка. Да, карта мага. Карта мага говорит о вербовке на органы, на спецслужбы. Что-то другое, верховная жрица. Здесь еще, может, смотрите, сколько старших арканов, да? Здесь тайна по поводу органов. Нет, не собирается ее, слава богу, разбирать ни на что, да? Там какие-то запчасти. Понравилось какому-то мужчине. Какой-то маг-манипулятор, который работает в структурах. Очень высокое звание у человека. Вербовка, да, однозначно. И здесь для еще каких-то тайных дел. Карта Верховной Жрицы. Тайные дела. Здесь какие-то обряды, может быть, какие-то ритуалы проходят. Может говорить о МК Ультра, о потере своего сознания и создании нового сознания, как своего собственного. На границе между черным и белым. Сознание стерто. Сознание не то, какое было у меня ранее, говорит Анна. Друзья, это были все вопросы на сегодня. По Анне Самартовой мы выяснили, где примерно она находится. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Мы обязательно сделаем короткое шот-видео, чтобы докопаться до истины. Пишите мне города на юге России, мы их все разберем. Спасибо вам за то, что вы с нами. Я вас очень люблю и до новых встреч.